Очередные удары по «Лукойлу». Один прилетел из Украины, другой из Вашингтона. На кону десятки миллиардов. Замена Лаврову найдена. Кто стал главным дипломатом Кремля? Новая тактика захватчиков. Россияне нашли ключик к украинским городам-крепостям на Донбассе. США возвращаются в Центральную Азию. Удастся ли потеснить Москву и Вашингтон? Основы криптобизнеса по-русски. Партнеры потеряли деньги, основатель очередного проекта – голову. В буквальном смысле. Об этих и других главных событиях вечера пятницы 7 ноября. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. После введения США санкций в отношении двух российских нефтяных гигантов, один из них, «Лукойл», быстро нашел потенциального покупателя для своих зарубежных активов, но на этой чуть не состоявшейся сделке поставлен жирный крест. Своего согласия не дает Вашингтон, причем в американском Минфине сформулировали свой отказ в весьма эмоциональной форме. Президент Трамп ясно дал понять, что война должна прекратиться немедленно. Пока Путин продолжает бессмысленное убийство, марионетка Кремля Ганвор никогда не получит лицензию на деятельность и получение прибыли. Через час после публикации этого поста Минфина США в Ганвар заявили, что отказываются от сделки с «Лукойлом». А речь шла о покупке десятков предприятий по нефтедобыче, переработке топлива и его розничной продаже в 11 странах мира общей стоимостью примерно $21 миллиард. При этом в Ганвар назвали заявления американских властей лживыми и дезинформирующими. Ганвор всегда открыто и прозрачно рассказывал о своих владельцах и бизнесе и уже более 10 лет активно дистанцируется от России, прекращает торговлю в соответствии с санкциями, распродает российские активы и публично осуждает войну в Украине. Но, похоже, в Минфине США помнят, кто основал компанию, а сделали это некогда шведский бизнесмен Торнбьерн Торнквист и очень близкий к Путину миллиардер Геннадий Тимченко. После аннексии Крыма тому пришлось продать свою долю, а американские власти намекали тогда, что настоящим владельцем этих средств может быть сам хозяин Кремля. Еще один удар по «Лукойлу» нанесли украинские дроны. Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий этой компании, один из крупнейших в России, полностью остановил работу после атаки украинских дронов. Удар был нанесен накануне, но результат стал известен только теперь. Как сообщает Reuters, со ссылкой на источники внутри компании, беспилотники повредили ключевые установки, включая АВТ-5, отвечающую за 20% переработки, и гидрокрекинг мощностью 11 тысяч тонн в сутки. После удара на заводе вспыхнул пожар. Продажи топлива на Санкт-Петербургской товарной бирже были отменены, а ноябрьский план реализации топлива обнулен. По данным трейдеров, за прошлый год волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллионов тонн нефти. Это около 5% общероссийского объема. Теперь предприятие выведено из строя, что станет новым ударом по нефтяной инфраструктуре России, уже потерявшей значительную часть мощностей из-за серии атак дронов по всей стране. Американский институт изучения войны фиксирует новую волну ударов по железнодорожной и дорожной логистике Украины. Это не случайность, а тщательно рассчитанная кампания. Цель проста. Россия пытается отрезать Славянск и Краматорск от снабжения. Укрзалезница накануне временно закрыла движение на ряде ключевых участков от Гусаровки до Славянска и Краматорска, а также между Бантышевым и Краматорском и между Славянском и Райгородком. Эти линии лежат в среднем тылу, примерно в 20-45 километрах от передовой, и обслуживают жестко нагруженные логистические коридоры, по которым идут боеприпасы, топливо и подмога. Институт отмечает, что похожая кампания уже дала эффект на Покровском направлении. Постепенные атаки по тылам и мостам создали условия для продвижения россиян и частичного окружения. Теперь Москва пробует то же самое на севере и юге. Удары по станциям, поездам, мостам в Каменском, Казатине, Черниговской и Сумской областях. Все это звенья одной цепочки. Практическая цель — вывести из строя узлы вдоль линии Изюм-Славянск и
Доброполье, Лиман, которые критичны для снабжения городов-крепостей Донбасса, Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска. Если эти артерии будут парализованы, удерживать позиции станет в разы труднее. Украинские силы специальных операций провели очередную яркую операцию. Основной удар пришелся по нефтебазе «Гвардейская» возле одноименного поселка. Дроны ССО уничтожили огромный резервуар РВС-400, заполненный горючим. По сообщению украинских военных, в этом же районе взорвались 2 поезда с топливом на сливо-наливной эстакаде. Цистерны были под завязку забиты нефтепродуктами. Взрывы и пожар видели жители Симферополя и окрестных поселков. Кроме того, дроны заглянули в Симферополь и Битумны. Там уничтожены еще несколько складов и резервуаров ГСМ. Бельгийское небо закрывали 3-й раз за неделю. Накануне поздно вечером тут снова появились неизвестные дроны. Причем летали эти БПЛА сразу над рядом стратегических объектов страны. Крупнейшими аэропортами Брюсселя и Льежа, военной базой Флорен с новыми истребителями F-35 и атомной электростанцией Дул под Антверпеном. Из-за угрозы полеты в Брюсселе и Льеже были остановлены почти на час. Десятки рейсов задержаны. Диспетчеры переводили трафик в другие регионы. Всего было зафиксировано не менее 7 беспилотников, а источник сигналов до сих пор не найден. Ситуация настолько обострилась, что Минобороны страны решила активировать 4-ю статью Устава НАТО – механизм консультаций по безопасности. Генсек Альянса Марк Рютте уже провел встречу с бельгийским министром обороны Тео Франкеном и пообещал поддержку. Брюссель теперь спешно создает национальный центр по борьбе с дронами и закупает антидроновое оружие на 500 000 евро. От радиоэлектронных ружей до систем слежения, способных вычислять операторов. Россия пока в тени, прямых обвинений нет, но в Брюсселе не исключают, что след может вести именно туда. Кстати, визиты дронов участились после недавнего заявления министра обороны Бельгии о готовности НАТО стереть Москву с лица земли в случае нападения России на страны Альянса. Как думаете, совпадение? После странного отсутствия Лаврова на совещании Совбеза и очередной волны слухов об отставке нынешнего главы МИДа стало понятно, кто будет работать главным кремлевским дипломатом, во всяком случае временно. Это иностранец, но хорошо всем знакомый. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, направился в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Орбан едет в столицу США попытаться помирить президента США с Путиным. Как пишет The Guardian, ссылаясь на источники в окружении венгерского премьера, Орбан все-таки надеется организовать встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Но о себе венгерский популист и автократ тоже не забыл. Саммит Трамп-Путин в Будапеште ему нужен самому, но не прямо сейчас, а ближе к весне. Он хочет, чтобы Трамп приехал в Венгрию перед выборами. Это приоритет номер 1, рассказал источник в венгерском правительстве. Дело в том, что рейтинг Орбана стремительно падает, и в вопросах он уже сильно отстает от лидера оппозиции. Совсем недавно Вашингтон потеснил Москву на Кавказе, став посредником в заключении стратегических договоренностей между Азербайджаном и Арменией. Теперь США усиливают свое влияние в другом постсоветском регионе – Центральной Азии. На саммите в Белом доме Дональд Трамп объявил о рекордных торговых и дипломатических соглашениях с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Я только что завершил серию значимых двусторонних встреч с этими лидерами в овальном кабинете, чтобы обсудить наши связи с этой важнейшей частью Вселенной. Мы укрепляем наше экономическое партнерство, улучшаем сотрудничество в сфере безопасности и расширяем наши связи в целом. Главная новость: Казахстан открыл США доступ к одному из крупнейших в мире месторождений вольфрама. Сделка оценивается в более чем $1 миллиард, а Импортный банк США уже выразил готовность вложить $900 миллионов. Кроме того, обсуждается поставка до 37 самолетов Boeing для Казахстана, Таджикистана и Узбекистана и интеграция Starlink Илона Маска в сети местных операторов, начиная с Билайн в Казахстане. По словам президента Токаева, общая сумма соглашений с США превысила $17 миллиардов. Кроме того, Казахстан заявил о готовности присоединиться к программе нормализации отношений мусульманских стран с Израилем. И я также рад сообщить, что Казахстан официально согласился, и это официально подтверждено примерно 15 минут назад. Замечательная страна с замечательным лидером официально присоединилась к соглашениям Авраама.
Похоже, США возвращаются в регион, где десятилетиями доминировали Россия и Китай. Хотя Трампу не идеально давались названия стран. Гости не скупились на восточную лесть. Вы великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю. Президент Узбекистана назвал хозяина президентом мира, повторив тезу про остановку 8 войн. Ни один президент Америки так не относился к Центральной Азии. Я лично и все мои коллеги очень благодарны. А Путину такие комплименты эти товарищи отпускали? Напомните, пожалуйста, в комментариях. После небольшой паузы в серии десятков загадочных смертей российских чиновников и топ-менеджеров стало известно о гибели очередного мультимиллионера. История выглядит как триллер, в котором пока до конца непонятна развязка. Речь идет о криптобизнесмене Романе Новаке, осужденном в России за хищение $4 миллионов. После суда бизнесмен сбежал в Дубай и оттуда продвигал проект Финтопио, приложение для криптопереводов, через которое, по сообщениям СМИ, собрал с инвесторов около $500 миллионов, а затем перестал выходить с ними на связь. В октябре Новак с женой исчезли в ОАЭ после встречи с неизвестными в Хатте. По данным российских СМИ, супругов похитили ради выкупа, но, не добившись денег, зверски убили на арендованной вилле, а тела якобы расчленили и выбросили в мусорные контейнеры. По одним сообщениям уже задержаны 7 подозреваемым, 3 вменяют убийство, остальным посредничество. Однако тела до сих пор не найдены, а криптосообщество открыто сомневается, что преступление вообще было. Мэш пишет, исчезновение могло быть инсценировкой, чтобы скрыться от обманутых инвесторов. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.